Всем привет! Вы на канале SuperKit. После покупки смартфона первым делом обеспечил наличие кабеля USB microUSB на своей работе, чтобы не носить с собой постоянно этот кабель. И сразу же столкнулся с проблемой, что смарт очень долго заряжается. Опытным путем пришел к выводу, что что-то не так с моим неродным для смарта кабелем для заряда. Сделав замер тока заряда с помощью тестера и используя разные кабели для зарядки, я увидел, что ток заряда в некоторых случаях не достигал и классических пол-ампера. Конечно, виной тому могла бы быть площадь сечения провода, но на других устройствах проходящий ток легко достигал значений выше 1 ампера. Стал рыть на просторах инета решение проблемы и нашел информацию, что производители впаивают целые схемы в штекера, чтобы смартфон быстро заряжался только от родного кабеля или купленного кабеля именно этого производителя. Я же сегодня попробую самую простую схему для решения данного вопроса. Эта фраза, наверное, уже стала крылатой на просторах интернета, но тем не менее. Нам понадобится провод, штекер USB и штекер microUSB. Приступаем. Полярность контактов для распайки провода для заряда смартфона представлена на схеме. Главный прикол заключается в штекере microUSB. Плюс и минус припаиваются к контактам 1 и 5, соответственно, а контакты 2 и 3 замыкаются между собой. Все готово для пайки, помогать мне будет так называемая третья рука. Также я нашел провод с уже припаянным штекером, что немного упростит процесс и облегчит работу. В общем, худо-бедно, процесс пайки завершен. Результат получен. Далее можно поместить коннектор в соответствующий защитный колпачок. Для фиксации провода можно использовать разные методы. Можно клеем залить, можно термоклеем. У меня есть термоклей, я залью сейчас им. Прогрелся пистолет с термоклеем. Вот, собственно говоря, и все. Теперь самое главное, это тест. Вы видите ток заряда. Он уже не пол-ампера. Значит, то, что задумывалось, то получилось. Вот таким незатратным способом, без особых умений в паяльных делах, можно самому сделать кабель для зарядки смартфона, который не будет ограничивать устройство в потребляемом токе для заряда. Но нужно быть предельно осторожным, если не уверены, не делайте, ибо пострадавшим будет ваша техника. Получившийся же кабель для заряда устройств проверял на нескольких смартфонах, в частности на Куботе, на Lenovo, на Xiaomi, на Meizu и Sony. Во всех случаях заряжались смартфоны максимально возможным током, а в случае с Lenovo даже большим током, чем при использовании родного кабеля из комплекта. Причем непосредственно смартфоны Lenovo в опыте были представлены двумя аппаратами, и в обоих так было. Ссылку на проверенных продавцов оставлю в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!